Друзья, всем филиппинский привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы находимся на райском острове Боракай. И сегодня отправляемся в морской тур. Хочу показать вам более бюджетный вариант проживания на Боракае. Это Treasure Lands Apart Hotel. Это что-то типа гестхауса, который находится между двумя пляжами, White Beach и Булабок Beach. Здесь проживает сама семья. Как видите, они здесь даже что-то выращивают. Это деревья манго. Hello. Sorry for disturbing. It's okay. И у этой семьи есть своя небольшая гостиница, гестхаус, в котором есть 4 квартиры. На первом и на втором этаже. Мы проживаем на первом этаже. Здесь небольшой магазинчик, в котором можно приобрести напиточки. Все это находится рядом с гестхаусом. У каждой квартиры есть небольшая терраса, столик, стулья. Это наша кухня. Здесь есть плитка. Можно помыть посуду. Предусмотрели хозяева и положили сюда еще моющее средство. Вся необходимая кухонная утварь, кружки, тарелки. Здесь находятся кастрюльки и сковородки. Очень удобно, если нужно будет готовить. На кухне есть столик, чайник. Кстати, нам, видите, положили еще здесь мыло, шампунь и зубные щетки. Что удобно, есть еще холодильник, поэтому можно будет все свои напиточки туда убрать. Давайте покажу вам нашу душевую комнату. Ну, унитаз стандартно. И вода есть горячая, потому что стоит электрический водонагреватель. Зеркало у нас находится в прихожей. И основная комната, в которой есть телевизор, огромнейший комод. Я уже положила туда свой ноутбук, кондиционер. Сначала нам показалось, что он шумный, но он уже принял какую-то температуру, и звуки у него уже не такие громкие. Окно, к сожалению, только на стену. Большая двухспальная кровать. Картина, большой шкафчик, который мы еще не разместили все свои вещи, только частично будем сейчас разбирать, и тумбочка. Все это счастье 1800 песо за ночь, вместе с тем, что можно пользоваться кухней, и вода, электричество, все это тоже включено. Направляюсь к пляжу Булабок Бич, который находится в минутах 7, наверное, от нашего отеля. А у нашего отеля тоже очень интересное расположение. Во-первых, он находится между двух пляжей, это White Beach и Булабок Бич. До White Beach примерно минут 10-15, до Булабока минут 5-7. И помимо этого отель находится в самой узкой части острова Боракай, поэтому можно вообще от White Beach до Булабок Beach дойти минут за 15. У этого пляжа очень приятная набережная, потому что нет практически людей. Есть несколько отелей, кафешек, но в основном можно как раз прийти сюда,
либо заняться кайтсерфингом, либо просто посидеть на закате, приятно провести время. Один из отелей. Выглядит очень модным и пустым. Кстати, здесь же еще очень много школ по кайту. Вот я сейчас как раз прохожу. Смотрите, кайт school, кайт shop. Еще чуть-чуть дальше проходим и еще занятия. Кайт lesson. То есть они прямо на этом пляже, поэтому вдруг кому интересно, ну, можно прийти сюда и с нуля начинать заниматься, даже если у вас нету своего снаряжения, еще нет никаких навыков. Здесь проведут основные инструкции и научат кайтсерфить. Занималась спортом, сейчас пойду обратно в отель. Мы с Кириллом пойдем завтракать. Еще немножко покажу вам любителей кайтсерфинга и сам немного пляж. На берегу есть водоросли, они, конечно, не такие, знаете, как зеленый мох, как на White Beach. Но сейчас сезон такой, когда их много в целом. Также есть скорлупа кокоса, которые не убирают. Но пляж не предназначен для купания, поэтому не сказать, что за ним здесь ухаживают. Но все равно грязи какой-то особой нет или пластика. Сам по себе пляж мелкий, даже отсюда видно его дно. Поэтому в отлив здесь даже кайтсерфингом не занимаются. Только в прилив. Песочек здесь, как и на White Beach, словно мука. Но мука с водорослями сухими. Ну все, сейчас буду возвращаться к Кириллу. Позавтракаем. И дальше отправимся на экскурсию. Сейчас мы с Томой доехали до White Beach, до 3-й станции. Именно здесь располагается кафе, в котором мы хотим позавтракать. А вот и оно. Кафе называется Маруджа. Мы пришли в кафе Маруха. Это кафе находится прямо на берегу пляжа White Beach, на его 3-й станции. Очень красивый дизайн и интерьер. Такое чувство, как будто все сделано для нас, девочек, в розовых и голубых оттенках с морской тематикой. Интересное меню, различные тосты с авокадо, с лососем, болы. Мы уже сделали свой заказ, и нам принесли напитки. Я заказала латте с нутеллой. Посмотрите, какая красота. А Кирилл заказал себе сок. Заказали тост с авокадо, с копченым лососем, подают его с картошечкой. И вообще это блюдо как будто какое-то произведение искусства. Помимо этого мы заказали еще фирменное блюдо, которое называется Маруха Бреки. То есть, знаете, от слова брекфаста сделали более уменьшительное, ласкательное. Сейчас все попробуем. Даже не знаю, как это резать. Все жалко. Если у Томочки тост, то у нас получается яйцо, салатик, томаты, хэш-браун, авокадо и тосты. То есть завтраки достаточно схожие, но по-разному, разная подача. Я у тебя еще черри хочу попробовать, потому что у тебя в соусе песто. Да, помидорки в соусе песто. Ну,
Вы видели, как выглядит этот завтрак, и он не может быть невкусным. Кстати, стоимость наших завтраков 580 песо за блюдо. Недешево, но... Недешево, друзья, да. Но недешево, но очень вкусно. После такого вкусного, плотного завтрака немножко бы полежать, отдохнуть. Тем более атмосфера располагает. Звучит приятная легкая музыка. Слева море. Прекрасная погода. Но, к сожалению, нужно подниматься и идти дальше. Опа. Сейчас мы находимся в районе первой станции White Beach. Ждем, пока соберется наша группа, и уже отправимся в тур по островам. Спустя примерно 30 минут мы оказались на нашей моторной лодке, надели спасательные жилеты, что обязательно. Мы на самом деле перед поездкой сильно не изучали этот тур, поэтому будем вместе с вами смотреть красивые пляжи Боракая. Нужно сказать, что это морская экскурсия, это, наверное, единственное, самое популярное развлечение, самый популярный тур, который предоставляется с этого острова. До нашей первой точки, до пляжа Пука-Бич, мы шли, наверное, минут 10-15. Проезжали и Деневит-Бич, и полностью White-Бич проехали, какие-то еще небольшие пляжики. Но остановка полноценная у нас на Пука-Бич. Этот пляж находится на севере острова. Мы видим очень-очень много лодок. Весь пляж заставлен в этих лодках. Конечно, какое-то небывалое зрелище. Поэтому вот наша лодка сейчас пытается втиснуться, припарковаться здесь, пришвартоваться. Good morning. Morning. Можно прокатиться на прозрачном каяке и сделать красивые фотографии на этом пляже, что сейчас я и сделаю. Стоимость 250 песо с человека. Весь берег заполнен лодками. Томочка уже уплыла на каяке фотографироваться. Я сейчас тоже пойду искупаюсь. Наденем водный бокс и как-то проберемся между лодок, чтобы немного искупаться, поснимать Тому. Быстро меня пофотографировали на прозрачном каяке. Это было здорово, потому что лодочник знает, как правильно сделать фотографии, видео. И все это выглядит потрясающе, потому что вокруг прозрачная бирюзовая вода, красивое дно, поэтому всем рекомендую. А сейчас мы будем фотографироваться с надписью «Боракай». Да, еще одна популярная достопримечательность. Фотографируются все либо с песочным замком, либо чуть подальше есть буквы с названием пляжа Пука. В общем, несколько туристических мест, но фотографии это за небольшой донейшн. Так, сделали несколько фотографий. Красивая локация на самом деле. Сейчас небольшой донейшн, 10-20 песо буквально местным фотографам, которые здесь стоят и всех желающих фотографируют. И направимся дальше гулять. Решили напоследок еще немного искупаться. На этом острове у нас остановка была всего лишь 30 минут. Поэтому нужно было успеть и пофотографироваться, немножко погулять. На этом пляже купаться очень комфортно нам, потому что здесь не мелко. И когда проходишь совсем чуть-чуть, сразу же появляется глубина. Это нам очень нравится. Чистейшая вода, несмотря на огромное количество лодок.
Пляж достаточно большой, конечно, мы не смогли здесь по нему походить, погулять далеко, но на этом пляже инфраструктуры достаточно мало. Есть какие-то одинокие кафе, но, конечно, никаких ресторанов, лежаков здесь нет. Место достаточно дикое, и если бы не огромное количество лодок, то было бы совсем интересно. Возможно, после обеда лодки уже начнут уплывать, и здесь можно будет действительно с кайфом отдохнуть. Мое впечатление, то, что это вообще лучший пляж на Боракае, потому что если волны есть, и вода просто потрясающего цвета, я не могу, у меня столько эмоций, я бы здесь осталась бы на целый день, если честно. Да, на этот пляж можно приехать самостоятельно. Как я уже говорил, он находится на самом севере острова, но мы здесь оказались в составе экскурсии. Поэтому, конечно же, чтобы ощутить весь кайф Пука Бич, Пука Shell Beach, как полностью произносится название этого пляжа, нужно приезжать сюда самостоятельно и желательно подольше, а не на полчаса, как мы. Уже уговариваю Кирилла сюда приехать отдельно в какой-нибудь день и целый день здесь релаксировать. Ну а нам пора на лодку, которая находится прямо за нами. Вот она, желто-белая. Все, возвращаемся обратно и плывем на следующую точку. Ребята, экстренное включение с пляжа Пука Бич. Сюда мы приехали уже сами в другой день. Расположились немножко поодаль того места, куда мы причаливали на лодке. Лодка останавливается вот здесь с нашей экскурсией. Но если пройти по бережку немного, то можно увидеть здесь и опять красивая надпись Пука. За донейшн можете сфотографироваться. Также есть вот песочный замок. Архитектура достаточно стандартная. Но в отличие от того места, куда мы приехали с экскурсией, здесь совсем нет лодок на пляже. Смотрите. Красивое море. Сегодня немного ветрено, поэтому большие волны. В любом случае, знаете, что Пука Бич один из лучших пляжей на Боракае, и всем рекомендуем сюда приезжать. Для нас он стал самым любимым и самым топовым. Да, ну а сейчас возвращаемся обратно на наш морской тур. Наша вторая остановка называется Coral Garden, то есть коралловый сад. И здесь у нас будет снорклинг. Можно поплавать с маской, можно просто поплавать без маски. Кто-то остается в жилетах, кто плохо плавает. Но мы, конечно же, их снимаем и надеемся увидеть какой-то интересный подводный мир. На самом деле не такой красочный подводный мир, рыбок не было совсем-совсем немного. Ну да, это, конечно, не сравнить там с островом Палаван, где у нас был просто шикарнейший снорклинг. Ну, поплавать Да, в любом случае поплавали, немножко еще искупались. У нас была получасовая остановка, а сейчас мы едем в другое место, и там у нас будет ланч. Мне, кстати, кажется, что для тебя эта вода вообще, наверное, идеальная. Да, идеально, потому что немного прохладная, вот то, что нужно. Наша остановка на ланч. Мы высадились в порту, и также называется пляж Табисаан. То есть это второй по значимости порт на Боракае. Ну, местечко неплохое, но есть лодки, есть где искупаться, походить, погулять. Но здесь у нас будет ланч в красивой арене, до которой мы сейчас дойдем пешочком. Чтобы добраться до красивой локации с ланчем, приходится пробираться вот по не очень живописным местам. Много в воде мусора, но это лишь небольшой кусочек. Решила взять браслетики, они сейчас очень модные, я у многих вижу их, это сделаны из камня аквамарина.
выбрала себе такой голубой и розовый. Стоимость за 2 браслетика 150 песо. Coins, ma'am. You buy my first customer. So, welcome to the lunch area, sir. So, Thank this is you. the picnic area of Boracay Adventure Travel Tours. Ну, рис стандартный, такой местный. Но мы предпочитаем больше креветочки и макарошки. Макарошки тоже местные, да, можно сказать? Как они называются? Эти вот маленькие такие тоненькие макарошки с овощами. С овощами. Здесь еще что-то есть похожее на курицу. Да, скорее всего, куриное. Потом есть еще что-то типа зеленого шпината. Но это не шпинат, а какая-то местная трава. Чуть-чуть. Ну, совсем. Совсем чуть-чуть. Чисто на пробу, на пробу. На пробу. Excuse me, what is it? It's Pork BBQ. pork, yeah? Chicken. Это chicken, А ты окей. потом все берешь до тарелки? Да, да. То есть у нас есть свининка, есть курочка, есть рыбка. И можно сделать себе соус из чили, каламанси. И взять в конце десерт, арбуз. Самое вкусное с нашего ланча — это, конечно же, креветки. Ну, а также шашлычок свиной и куриный. Правда, очень-очень вкусно. Мне кажется, барбекю меню это всегда беспроигрышный вариант. Это правда. А вот рис и макарошки, ну, так себе. Также забыли упомянуть, что всем выдают специальный напиточек газированный, поэтому с жаждой вы здесь не умрете. Также можно за дополнительную плату взять еще и алкогольный напиток, что-то типа пива и какие-то другие. После ланча мы решили прогуляться до очень красивого места. Здесь своего рода обзорная площадка с шикарным видом на море. Как тебе? Смотри. Слушай, ну потрясающе. А видишь, вот там вот остров, да? Так, вот это остров совсем рядом. Это остров Крокодилий, вот это Крокодилов остров. А вот это место, как-то он его называл, что-то типа клифф джампинг или что-то вот, вот такое место. Оттуда с вышки прыгают, помнишь? Очень красивый вид, и там такой чуть вот еще вилла находится. Давайте с вами подойдем поближе и посмотрим. Забыли вам упомянуть, что мы сейчас с севера острова проехали на юг, на противоположную его часть. Именно здесь располагаются эти места, очень красивые. Вон кто-то залезает на пальму, вот чуть подальше Крокодилов остров и клифф джампинг, тоже какой-то остров, откуда можно прыгать с вышки, со скалы. Нас расстраивает на этой экскурсии только одно, что мы не можем показать эти кадры с дрона, с высоты, потому что на всем Боракае и в частности здесь, в этих местах запрещен полет дрона, поэтому мы хоть и спрашивали даже как-то, но сказали все-таки нет, ребята, рисковать не стоит. Поэтому иногда запускаем только из отеля. Да, у нас были в каком-то выпуске, друзья, небольшие кадры с дрона, немного, но все-таки было. Поднимаемся обратно на борт нашей лодки. И отправляемся на следующие интересные места, на маленькие островки, которые находятся рядом. Сейчас мы подплываем к острову, который называется Crystal Cove Island. То есть это красивый островок, где можно прогуляться, пофотографироваться. Но задачка заключается в следующем, что нам нужно было выбрать среди двух островов либо этот Crystal Cove, либо Magic Island.
либо туда, либо сюда. То есть какая-то часть группы идет на Crystal Cove, а мы отправляемся на соседний островок. Называется он Magic Island, с которого можно прыгать с разных вышек. Там и 3 метра, 5, 7, 8, 10, ну, как нам рассказывали. Поэтому мы выбрали Magic Island, другой остров. Не знаю, мы, конечно, хотели посетить оба из них. Crystal Cove очень похож на Virgin Island. Это который недалеко от Бантаяна, куда мы с вами ездили на экскурсию. Вот. Но Томочка любит прыгать с вышек, поэтому поедем на Magic Island. Сейчас мы подплываем к Magic Island. На этом острове высадимся мы и пойдем смотреть вышки, с которых можно будет спрыгнуть. Также мы оплачиваем посещение этого острова. Дополнительно стоит 250 песо с человека. Но тот остров тоже платный, поэтому одинаковая плата, что вы будете посещать Crystal Bay, что Magic Island. 250 песо с человека, стандартная плата за посещение данных островов. Теперь мы расписываемся в тетради. И только после этого проходим на сам остров. Сам остров хоть и небольшой, но видно, что за ним ухаживают. Красивые цветочки, лужайки, различные скульптуры, кактусы растут. Красивые здесь локации. Есть небольшая кафешка. Ну и сейчас мы проходим уже к вышке. Перед проходом на вышку нужно еще раз записаться в тетрадь. Вот вся наша группа записывается, кто с нами прошел. И теперь мы оказываемся на арене, где есть различные вышки, различной высоты. Насколько я понимаю, вот это самое низкое, да, или что-то типа того. Вот это повыше, а там уже дальше 7, 9, 10 метров. Последний, по-моему, закрытый. Но нам должны еще какой-то инструктаж здесь провести. Небольшой брифинг, прежде чем спрыгнуть, всем рассказывают, что здесь есть вышки 3, 4, 5 метров, потом 9, 10 метров. Руки стоит держать лучше вот так вот, прижатыми к себе. Ну, это правильно, наверное, что обучают людей, потому что некоторые могут спрыгнуть, расставив руки, ноги в разные стороны, и потом последствия могут быть, конечно, печальные. Когда мы выходили с нашей лодки, я почувствовала, что вода очень холодная, поэтому я решила, если прыгать, то прыгать с самой высокой сразу. Пойду на 10 метров. Мне без разницы, там 9, 10, 7 метров, главное сделать прыжок и окунуться в холодную воду. Но, кстати, вылезать очень сложно, потому что сильные волны. А еще тебе сложно группироваться, потому что тебе приходится зажимать нос. Они мне говорят, ну, типа, нужно вот так же, да, прыгать? Да. А я привыкла вот так просто прыгать солдатиком. И я не понимаю, как зажимать мой нос. Поэтому я вот так вот зажимаю и такая, так, левый, правый, не понимаю, как удобнее. Но так нормально. Так, ну все, самое страшное позади. Теперь, друзья, спокойно прыгаем с 3 метров, наслаждаемся, купаемся и загораем.
Ну, вы видели на видео, что прыжок с 3 метров выглядит не менее эффектно, да, чем с 10, поэтому стоит ли залезать так высоко? Надо отметить еще, что по всему периметру стоят спасатели, контролируют везде. Вот еще один смельчак решается прыгнуть с 10 метров. Погнали! Сейчас мы возвращаемся на соседний остров за нашей группой, которая вышла на другом острове. И потом уже плывем обратно. Это была наша финальная остановка. Мы вышли на 3-й станции. Можно было выбрать либо на 1-й, либо на 3-й. Отправляемся только с 1-й, а обратно выбираем. Нужно сказать пару слов об этом туре, потому что цена всего лишь 1000 песо с человека. Пожалуй, это один из самых дешевых туров на Филиппинах. Да, все верно. И для того, чтобы провести время активно, как-то интересно, мы решили сюда отправиться. Вам тоже рекомендуем это делать, потому что достопримечательностей на Боракае, кроме пляжей, практически нет. Да, и в эту 1000, помимо посещения красивых островов, пляжей, также еще вы видели, входил и ланч, поэтому мы считаем, что эта цена вполне приемлемая, тем более для Боракая, интересные места. И мы поехали в этот морской тур с нашим агентством, которым мы уже пользовались. Называется он Boracay Adventures Tour. Оставим на него ссылочку в описании на сайт. Переходите, пользуйтесь. Поужинать в индийском ресторане, заказали себе уже несколько блюд, закуску нам принесли. И, кстати, сегодня мы, наверное, будем вам больше показывать сами блюда, чем о них рассказывать, потому что здесь немножечко шумно. Закуска называется пани-пури. Она сделана из хрустящего теста. Внутри картошечка, нут, помидорки. Получается некий соус сальсы. Очень вкусно, но немножечко остро. Мне очень нравится. Пришло время познакомиться с блюдами. Мы сегодня заказали рис, местный плов, можно сказать, который называется бриани. Также мы взяли палак панир, это сыр в шпинате. Третье наше блюдо это фиш тика, рыбка в красном соусе. Еще у нас есть лепешечка в парадках и напиточки. Есть манго ласси, есть вот такой вот лимонад из разных слоев. Сейчас будем все пробовать, все показывать. В принципе, давайте уже и начнем. Итак. Первое блюдо это местный плов, ну как местный, поскольку кухня индийская, поэтому индийский плов с курочкой, который называется бриани. Ну, разновидность плова. Теперь мы кладем палак панир. Так, давайте здесь идет сыр тофу и Соус из шпината. соус из шпината, да. Кстати, плов еще, обратите внимание, подается кисломолочный соус. Видишь, рядышком. Да, давайте польем. Это правильно. Так, и давайте рыбку.
смотри, лучок идет. Пробуй. Помимо курицы сюда еще добавляют каких-то что-то похожее на анчоусы. Не знаю, какая-то маленькая приправка такая, как будто рыбка. Но бирьяни вкусный, немного острый, чуть-чуть кисленький. Палак панир. Придает сыру тофу своеобразный вкус. Именно вот эта шпинатная заправка. В принципе, мы эти блюда пробовали и в Индии, и в других странах, где мы были. На Филиппинах индийскую еду мы еще не пробовали. Необычно приготовленная рыба. Знаете, она вроде бы не на гриле, да, но вкус у нее именно такой копченый. Очень-очень мне нравится. Кстати, нас все спросили, приготовить вам ее хрустящей или нежным. Мы выбрали нежным. Вот смотрите, какой кусочек. Ну, конечно, все индийские блюда нужно есть с лепешкой. Либо это будет наан, либо паратха, как в данном случае. Поэтому просто берем блюдо, можем даже вот так сделать. Когда ешь лепешку руками, получается все гораздо вкуснее. Отдельно попробовали, что это за посыпка, и оказалось, что это очень вкусный лук обжаренный. Блюда, которые мы пробуем, они умеренной остроты, все очень вкусные. Стоимость основных блюд 450 песо за каждое. Конечно, это дороже, чем в Индии, но мы с вами, знаете ли, и не в Индии, а на Боракае. Поэтому наслаждаемся едой в индийском ресторане. Увидели, что в меню есть чай масала. Мы обожаем этот чай, особенно горячий, согревающий. В нем очень много интересных специй. Такая кружечка стоит 140 песо. Сейчас мы уже вышли из ресторана. После 8 часов там началась живая музыка, приехал диджей, поэтому стало немножко громко. Мы наели в итоге на 2000 песо, но часть еды взяли с собой, потому что столько съесть индийской вкусной пищи мы не смогли. Сейчас мы возвращаемся уже обратно. Ресторанчик, кстати, находится в самом популярном месте Боракая. Это, конечно же, Ди-Молл, то есть торговый центр под открытым небом. Вот так здесь многолюдно, друзья. Хотя сейчас время уже 8:30 вечера, но по-прежнему очень-очень много людей, все гуляют. Живая музыка, магазины, рестораны. Ну а мы на этом будем прощаться, друзья. Ставьте лайк этому видео, если вам также понравился выпуск из Боракая. Пишите любые вопросы по Филиппинам и до новых встреч. Всем пока! До новых встреч, увидимся!